Граф задумчиво смотрел вслед удаляющейся машине. Вот оно значит, как это происходит, как бросают ненужных собак, вывозят в незнакомые места и оставляют. Он прекрасно понимал, что глупо бежать следом. Он оказался обузой для хозяев, да и сил у него было немного. Питбуль медленно подошел к большому раскидистому дереву и улегся, уложив мощную голову на лапы, тяжело вздохнул и начал вспоминать. Хозяин взял его крошечным щенком. Ему нужно было начать дрессировать его как можно раньше, он хотел сделать из писать чемпиона собачьих боев, и граф старался большую часть своей жизни. Он сражался на арене, правило в боях было лишь одно — биться до смерти. Если не ты, то тебя люди получали от этого удовольствие, им не хватало адреналина, и они делали большие ставки. Победители получали много денег, а граф побеждал с многочисленными повреждениями и травмами. Но он приносил прибыль человеку с каждым боем. Его здоровье ухудшалось, и скоро он перестал приносить деньги, он стал ненужным. Собака была очень умной и воспитанной. Несмотря на то, что всю свою жизнь он видел только жестокость, зла на людей не держал, он просто не знал, что бывает другая жизнь. Отдохнув, питбультерьер встал и пошел по улице. Он двигался бесцельно, машинально отмечая, как обходит его стороной редкие прохожие. Вид у него был агрессивный, но он знал об этом. Его мысли разбегались и были прерваны внезапно. Граф остановился и прислушался. Возле магазина небольшая кучка хулиганов окружила хрупкую девчушку лет 10, ее плач и привлек внимание собаки. Мальчишки забирали деньги, которые девочки презентовали на сладости, слезы малышки только смешили мальчуганов. Подумаешь, родители дадут ей еще. Мимо проходили люди, но никому не было дела до девочки. И никто не посчитал нужным остановиться и поинтересоваться, что же происходит. Граф был закаленным в боях и жестоким соперниками. Но что делать в таких случаях, не знал, его не учили защищать, его учили убивать. На справедливость у бойца была на уровне генетики, поэтому он медленно подошел к девчушке и просто остановился рядом. Он ждал дальнейшего развития событий, а хулиганы, увидев графа, стушевались и, натыкаясь друг на друга, спешно ретировались, оставив девочку с ее деньгами. Они решили, что это ее собака. Юная незнакомка перестала плакать. Она поспешила поблагодарить своего спасителя и сделала то, чего Питбуль никак не ожидал. Она присела и обняла его за шею, говоря слова благодарности, ее мокрая от слез. Щека прижалась к могучему торсу, граф замер. Он не понимал, как ему реагировать. Никто никогда за всю его жизнь так не обращался с ним. Собака постаралась осторожно освободиться из объятий, усиленно сопят. Девочка отпустила его и, присев перед ним, стала гладить по голове. Она говорила, что то приятное, что собака умная, добрая, сильная и хорошая. Ее рука нащупывала многочисленные шрамы, и девочка грустила, собаку явно били. Граф совершенно растерялся. Ни один взрослый не додумался бы для того, чтобы так отнестись к бойцовской серьезности собаки, но маленькая девчонка этого просто не знала. Наконец малышка оставила его в покое и убежала в магазин. Пока граф раздумывал над произошедшим, она вернулась, но вместо сладостей несла сосиски. Собака осторожно приняла угощение, удивляясь хрупкости детской ладошки, а потом его новая подруга убежала домой, и граф остался один. Увлекшись на аллейке, возле магазина, он задумчиво смотрел вдаль страны. Сегодня был день, он потерял хозяина, но встретился с новым другом. Еще первый раз в жизни узнал, что такое ласка. Ему нужно было все это переварить. Через несколько дней девчонка опять появилась. Граф узнал ее издалека. Она угощала его колбасой, принесенной из дому, а потом позвала погулять с ней, и он пошел. С того дня девочка и пес стали часто гулять вместе, доходили до парка и речки, играли или просто сидели рядышком. Граф испытывал прекрасные эмоции. Они были новыми для него. Он не верил, что такая дружба бывает. Как-то раз девочка пришла не одна, с ней за руку шел мужчина. Ее отец, как потом догадался граф, когда он увидел собаку, то пришел в ужас. Это было видно по его глазам. Дочь постоянно твердила о новом друге. Называла его хорошей, доброй собакой, и отец никак не готов был увидеть этого монстра с широченным торсом и крепкими лапами, твердая уверенность, стоявшими на земле, а девочка без умолку говорила. Рассказывала, что именно этот пес ее спас от хулиганов.
И вообще он самый лучший, и его нужно забрать домой. Отец не соглашался. Ведь это все-таки серьезная и опасная порода малышка, упрашивала, плакала, и папа пообещал, что они с мамой подумают. Граф видел и понимал, что люди решают его судьбу, но лишь молча наблюдал. Подруга графа перестала ходить, и пес потерял интерес к жизни, бессмысленно скитался по улицам, не чувствуя ни голода, ни жажды, он привык к лишениям, и Бали прошла целая неделя. Пока граф вновь увидел девочку. Она была очень веселая и шла, пританцовывая, и, торопясь, рядом шел тот же мужчина, ее любимый папочка. Граф не знал, что нужна была целая неделя уговоров, слез и обещаний для того, чтобы родители сдались. Нет, они не были против животного и даже были готовы купить дочке любого питомца, но не питбуля, угрюмого, серьезного пса, но их дочь оказалась бойцом, как и выбранная ею собака. Она не хотела другую собаку. Она любила графа, и им пришлось согласиться. Впоследствии они ни минуты не пожалели о своем решении. Граф оказался спокойным, воспитанным и абсолютно неприхотливым. Он невероятно нежно относился к дочке и всегда был с ней рядом. Во время воскресной вылазки на природу они повстречали бывшего хозяина графа. Увидев большой, тонированный автомобиль, граф насторожился и напрягся. Из машины вышел мужчина, интересовавшийся проездом через лес, и тут он увидел собаку. Он узнал его, звал, давал команды, но пес не пошевелился, когда отец девочки поведал, откуда у них собака. Мужчина спокойно сообщил, что он оставил его в наказание. Тот стал плохо работать и проигрывать бои. Девчушка еще слишком маленькая, чтобы понять всю серьезность ситуации. Просто отчаянно защищала собаку и твердила, что она никому не отдаст своего друга в обиду. Хозяин грозился судом и неосторожность. Сделал шаг в сторону малышки, и тут стоящий спокойно. Граф зарычал и встал перед ней. Следующее угрожающее движение в сторону отца, и собака сомкнула железной челюсти на запястье мужчины. «Ругайся», угрожая. Бывший хозяин сел в машину и поспешно уехал, зажимая рану. Когда отец повернулся в сторону дочки, то увидел, что она обнимает своего грозного защитника, а тот улыбается во всю пасть. Папа молча подошел к собаке и тихо сказал: «Права была доченька, ты действительно самый лучший пес». Семья отдыхала, девочка собрала полевые цветы, сплела венок и, надев его на голову графа, звонко чмокнула его в серьезную морду. Граф был счастлив, у него были любимые люди, и он чувствовал, что его тоже любят. А что еще нужно собаке? И пес умиротворенно вздохнул, все-таки хорошая штука жизнь. Если вам понравилась данная история, то подпишитесь на наш канал, ведь такие истории выходят каждый день.